Друзья, Баревзес. Господи. Баревзес. Сегодня 27 октября 2024 год от Рождества Христова. Мы в селе Хот, что в Сюникском регионе. Сейчас пойдем по Воротанскому ущелью, по заброшенным селам, Старый Ход и прочее. Интереснейший маршрут. Подходим к такому вот указателю, который показывает, что здесь хайкинговый маршрут существует и показывает направление. В дополнение к этому у нас в часах трек. Вот есть маршрут разбит, прям, не знаю, видно будет. Весь маршрут в треке. Хорошее приложение нашел, в котором отмечено много. Хорошее нашел приложение, в нем отмечены прям маршруты. Можешь прям сам записать с описанием маршрут, сделать фото, прикрепить. Можешь поделиться с кем-то. А можешь идти по уже существующему маршруту. We thank our viewers for supporting our channel. Thank you very much. Подходим ближе, вот уже видно деревню заброшенную внизу. Нам еще несколько витков серпантина, и мы придем. Интересное такое место. Здесь какие-то башни. Как будто бы это в скале пещеры, на самом деле. Это вот куски скал. И там дверь такая старая. Куски скал. И в них тоже жили, как в домиках. Либо это были какие-то храмы, не знаю, что это.
Очень интересно. Смотри, в скалах тоже были дома. Тут пол и проход куда-то в дом чей-то тоже. Тут, видимо, крыша у него была. Труба, может быть. Нет, это какие-то похожие были. Я даже не знаю, что это. Это какие-то... Это очаг, да, это где готовили. Здесь пустота и видно, что здесь пещера внизу. Здесь уже бетон, это бетон уже. Да, уже более поздний. Здесь вообще в этой деревне, вообще в этих деревнях очень много артефактов древних сохранилось. И это на самом деле просто археологическое наследие. Очень важное и, в общем, ценное. Это да, посмотри, там насквозь, это вон, видно. Ну значит это просто 2 этажа. Это либо 2 этажа, либо Это такая дуплекс. пещера. Ну, в общем, это там чей-то тоже вход в чей-то дом. Если в конце, если эту деревню покинули жители в середине прошлого века, значит 90 лет назад, условно. Ой, 70 лет назад всего лишь. Совсем недавно. Ну как Ханзуреск. Как Ханзуреск одновременно, да. The red sun rose this morning. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. Your walls turn into cages. Your refuge will be your demise. Dances with the devil. Your power isn't special. We don't fit on your canvas. We burn it all to ashes now. 'Cause we are the outlaws. Такая комната. Потолок такой арочный. Окна. Не знаю, даже были здесь окна-то остекления или нет, наверное. Может быть, какая-то пленка была. Или чем-то закрывали на зиму. Может быть, было. Так жили. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. Вот этот дом, у меня такое ощущение, что он был вообще оштукатурен снаружи, камни. И это вообще интересно, потому что это не свойственно вообще архитектуре Армении что-то делать с фасадом. Обычно камни, они прям остаются камнями. Здесь почему-то было оштукатурено и покрашено. Интересно, почему? Вот это вот между первым и вторым этажом, это вот эти вот прямоугольнички, это вставлялись туда деревья, балки, и уже по ним стелили пол на втором этаже. Двухэтажный был, под окнами, видишь, под окнами второго этажа дырки, видишь, идут. В них деревянные балки? Да, да. Поперечные деревянные балки были. То есть они замочный способ каменными сводами не сделали. Нет, почему над окнами, посмотри, сделаны замки. Видишь? Особенно видно вот в этих арках больших.
А пол как ты так сделаешь? Это ж для пола, чтобы пол стелить. Все сделано из камней, раствора и вообще без единого гвоздя. Я вижу, что там и штырь торчит. Где? Это потом уже какой штырь торчит, да, я тоже вижу. Вот здесь какой-то был источник явно воды. Ну, скот едва И- ли скот жил с ними вместе. Да, я читал, что в те времена часто на зиму скот загоняли в дом, в специальное помещение, чтобы скот не мерз, чтобы если совсем тяжелая зима, то чтобы людям было теплее. Было такое. Вот здесь прям многоэтажный замок. То ли это одна семья жила, то ли несколько, непонятно, но прям дворец в несколько этажей в разных уровнях. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Калиточка какая-то маленькая, да? И внутри, вот видно, тоже смотри, была отделка была у здания. Это может быть какая-то арка была. Тут что-то окно. В общем, интересно. Как будто бы какой-то внутренний двор, может быть, был, и там росли деревья. Ну, обычно делается что-то снизу, подставляется какой-то форма из дерева. Потом выставляют камни так, чтобы они держались. То есть вот это Вот это и есть замок, арка. травяной настил, это уже образовавшийся годы спустя. Это либо образовалось, либо сверху А вот это сверху покрыли, дымоход. покрыли травой, чтобы и землей, чтобы утеплить. Такая, как сказать. Да, есть такая. Э, Вот дымоход. Скорее всего, да, это для вентиляции какой-то. То здесь, по идее, если ты пойдешь сверху, ты можешь, ну, если уже утратил конструкцию свою целостность, да, то ты можешь провалиться здесь просто. Вот, туда лучше не ходить. Лучше идти по тропе. Я вот замечаю, везде какие-то травки сложные в уголках как-то. Специфично. Что бы это могло значить? Можно сжигать костер. Ну, я не думаю. Мне кажется, это вот тут вот. Вот эти горы, конечно, впечатляют. Как смотришь на них. Очень красиво и интересно.
Кто это? Шкура мертвого кроличья. Это же попрыгунчик. Ты палкой ткнул туда? Нет. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. Приносили, бокку делали.